Добрый день, меня зовут Юлия Сайфан. Я художник. Сегодня я приглашаю вас отправиться в Англию, в поместье Сторхед, в графство Уилкшир, чтобы написать со мной вид на храм Аполлона. Бутафорский храм Аполлона, который воздвиг архитектор Генри Флиткрофт в 1765 году, является частью парка, образца парковой культуры конца XVIII века. На ум приходит фильм по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Роман был написан в 1813 году. Сюжет разворачивается в английской провинции. Советую посмотреть экранизации бессмертных романов реалистки Джейн Остин. Тут и музыка, и костюмы, антураж – это полное погружение. Внизу в описании к этому видео я оставляю фотореференс, само собой, по которым вы можете работать вместе со мной, и ссылку на прекрасную музыку, которую написали современные композиторы для фильмов экранизации по романам Джейн Остин. Музыка столь прекрасна, что я уверена, мисс Остин оценила бы ее по достоинству. Я хочу вам показать, в каком примерно диапазоне цвета я буду находиться на цветовом круге в сегодняшней работе. Это теплые вот эти. Например, вот этот изумрудный будет в смесях с каким-то коричневым или охрой. Начну с того, что зеленые часто они замешаны на пигменте PG7. И здесь я для вас провела такую сравнительную работу. Это пигмент качественный Winsor & Newton фирмы Gouache. Вот она. В составе только один пигмент. Соответственно, и связующая ихняя. Для сравнения, вот это тоже однопигментная краска PG7 фирмы Renaissance. Видите, какая большая разница. Здесь и связующее другое, и, соответственно, качество самого PG7 оно сильно отличается. Но не стоит отчаиваться, вы можете замешать свои зеленые как вам угодно. Придерживаться той тональности, то есть светлее сделать работу, чем я делаю. Для демонстрации здесь выкрасила зеленый. Вот этот у меня зеленая темная называется. Это, краска, помните, фирмы Мастер-класс. И вы можете видеть, как сильно похожи рядом цвета, которые фирмы Шминки. Это называется оливково-зеленый. Однако это тот же PG7, замешанный в составе здесь еще охра. То есть он довольно-таки светлый был, наверное, изначально пигмент. Плюс еще охра добавила светлоты. Охра вообще светлая краска, она такая желтая или в золотистую, или более красную. Вот это та самая охра, которую я здесь выкрасила. То есть замесами этого пигмента гуаши зеленый, более холодный, вы спокойно сделаете себе замесы с охрой или каким-то коричневым. В общем-то, стесняться не нужно. Любую работу следует начинать с наброска. Это значит, что на самом начальном этапе вы решаете вопрос композиции и тоновой нагрузки. Где самые темные, где самые светлые, средние тона. В моей композиции есть небо, земля и вода.
Эти три горизонтальные формы не должны быть одинаковыми по объему. Также на этом этапе я решаю, что отражение в воде будет менее контрастным. Еще я прощупываю, где будут остальные детали, но на этом этапе можно было бы ограничиться просто пятнами. В моей работе акцентом, самой светлой частью будет купол храма Аполлона. Следовательно, чтобы подчеркнуть эту самую светлую часть, я делаю с ней самую рядом темную часть, деревья вокруг. Тонирую лист хромовым желтым. Как вы видите, это теплый желтый цвет. Я оставляю по периметру белое паспорту, но это только потому, что у меня хочется сделать формат меньше, а бумага меня устраивает. У меня бумага формата А4. Вы же можете брать любой формат, который вам нравится. Бумага еще не высохла полностью, но я уже начинаю писать. Это часть верхняя вокруг купола, наиболее контрастная. Пишу ее широкой кистью и использую зеленую темную. На моей палитре увидите сейчас почти одинаковые зеленые краски. Но пусть вас это не смущает, при высыхании одна из них будет намного светлее. Я надеюсь, что вы хорошо знаете свои краски, какая светлеет, какая остается такой же при высыхании. На данном этапе в работу я добавляю более теплый зеленый цвет. У меня это из тюбика, краска фирмы Шминки, но пусть вас это не смущает, вы добавьте свой зеленый или охру, или желтый, или оранжевый. А здесь у меня в тюбике, в маленьком, из которого я сейчас выдавливаю, тот же пигмент, о котором я вам рассказывала, PG7, но он уже сразу идет с белилами. Намечаю самую светлую часть зелени, на которую падает солнце. Здесь у меня возник вопрос, через какие цвета писать отражение в воде. Я принимаю решение через коричневый это делать, потому что вся моя гамма, она теплая. Для этой цели подойдет умбра жженая. Также подойдет и сиена жженая. Почти в каждом наборе акварели или гуаши есть жженая сиена. Ну что ж, сейчас я уже разобралась с тоном, поняла, в каком ключе с цветом я работаю, и поэтому я дальше просто заполняю лист. Люблю работать широкой кистью, ложить как мозаикой горизонтальные и вертикальные мазки. Это удобно и быстро. Намечаю дерево справа. Делаю его ниже, чем фотореференсы. Это специально для того, чтобы подчеркнуть вот этот купол, который на заднем плане от этого дерева, чтобы они не были на одном уровне и было видно, что главное, что выше. И еще важно, чтобы моему акценту, куполу, ничего не мешало вокруг.
Сейчас уже можно избавиться от этой левой желтой части, которая вырывается, мне мешает. В принципе, я заполняю весь лист, продолжаю работать. Избавляюсь от всех ярких желтых пятен. На данном этапе они уже мешают, когда уже цвет определен. И все-таки решаю отражение храма переместить чуть ниже. Работа полностью высохла, как вы видите, высветлилась, что понятно для гуаши. Дальше я перехожу к деталям, оформляю более понятный вид, все, что у меня уже проработано. Сначала я беру Neocolor 2, это восковые мелки, начинаю ими прорабатывать, но потом все-таки решаю, что недостаточно тона, и снова берусь за гуашь. Снова смотрю, что у меня светлее, что темнее. Здесь я использую жженую умбру. Я думаю, что здесь понятно, что я делаю, не требует объяснений. Вы смотрите на фотореференс и ищите, что темнее, что светлее у вас на данный момент. Беру на кисть краску, мало добавляю воды. Таким образом получается у меня след от кисти, схожий по фактуре с сухой пастелью. Вот интересно, вы любите использовать краску в тюбиках или в баночках? Отвечу сама же на свой вопрос. Я люблю использовать и в банках, и в тюбиках. В тюбиках удобно, когда свежая краска, а в банках, если краска чуть старая, ее я разбавляю немножко кипятком или же добавляю связующее для гуаши, краска становится эластичной. Понимаете, что если в тюбике старая краска, ее остается только выдавить и сделать с ней то же самое. Когда я выхожу с гуашью на пленэр, я беру с собой переносную палитру, предварительно из тюбиков или из баночек туда перекладываю гуашь. Иначе неудобно. Многие говорят, что хорошо иметь тюбики для того, чтобы носить с собой на улицу. Ну, разве что, если это в долгое путешествие, а не так выйти и вернуться домой потом. Я приглушаю по тону храм и его отражение. Отражение мне показалось слишком светлое. Сейчас у меня много разных гуашей в арсенале. У меня есть и мастер-классы, и шминки, и карандаш. Много всего разного, но вам скажу по сути, можно писать чем угодно и смешивать чем угодно, если это все водорастворимая краска. Также у меня есть краска Poster Color фирмы Sakura.
Я ей очень-очень довольна. Это укрывистая краска, по составу, по фактуре похожа на гуашь. Единственное, что это постерная краска, то есть это для дизайнеров, и у нее нет функции висеть на стене после высыхания, и поэтому она не светостойкая. Мне бы хотелось как можно больше дать полезной, интересной информации вам о гуаши, о моих материалах, о цвете. Вы меня, пожалуйста, под видео спрашивайте, я с удовольствием отвечу вам или в комментарии, или подготовлюсь и сделаю отдельное видео по ответам на вопросы. На данном этапе работа полностью раскрыта, осталось доделать считанные детали, может быть, по светотени пройтись по самому храму, сделать какие-то небольшие вкрапления, как через дерево видно небо. Пожалуй, все. На сегодня я с вами прощаюсь. Включаю немножко музыку для тех, кто хочет посмотреть до конца. Спасибо большое, что были со мной. Для меня это очень-очень важно. До свидания.